Брюки присутствуют в гардеробе практически каждой женщины. Вариантов и видов их очень много, но в основе всех лежит конструкция, которую называют базовой или основной. Существует много различных вариантов построения чертежа брючного изделия. Рассмотрим итальянскую методику. Выкройку данных брюк характеризует хорошая посадка, а также эта конструкция подходит практически для любой фигуры. Для снятия мерок, необходимых для построения чертежа, повязываем шнурок на линии талии, располагая его горизонтально. Для построения чертежа женских брюк мы используем измерение. Обхват талии ОТ измеряем по шнурку, завязанному на линии талии. Обхват бедер ОБ измеряем с учетом выпуклости живота. Сантиметровую ленту располагаем горизонтально вокруг туловища на уровне наиболее выступающих точек ягодиц. Расстояние от линии талии до колена сбоку ДТКБ. Измерение производим сбоку через наиболее выступающую часть бедра до середины коленной чашечки. Длина брюк сбоку ДСБ. Измерение производим сбоку через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально вниз до желаемой длины. Измерение длин производим от линии талии, то есть от шнурка. Ширина брюк по низу ШН. Минимальная ширина брюк при отсутствии разрезов и застежки внизу должна быть не менее обхвата стопы, который измеряем через наиболее выступающую точку пятки и через наиболее глубокую точку сгиба стопы. Длина от талии до бедер ДТБ. Длина изделия от линии талии до линии бедер. Мерку снимают от шнурка на линии талии сзади до выпуклой точки ягодиц. Высота сидения ВС измеряется на сидящей фигуре от шнурка на линии талии по боковому шву до стула. Для точных измерений поверхность для сидения должна быть твердой. Для данного построения используем мерки на условно-типовую фигуру. Прибавки, необходимые для построения, по линии талии составляют от 0 до 1 см, по линии бедер 2 см. В данном случае прибавка по талии будет равна 0, по бедрам 2 см. Построение задней половинки брюк. Строим прямой угол с вершиной в точке Т0. Находим положение линии бедер. Для этого от точки Т0 вниз отложить мерку ДТБ, длина от талии до бедер, равную 18 см. То есть Т0 Б4 равно ДТБ равно 18 см. Отложить вертикально вниз от точки Т0 18 см и обозначить точку Б4. Определяем линию сидения. От точки Т0 вниз откладываем мерку ВС, высота сидения, равную 26 см и обозначаем точку Я1. Отмечаем длину брюк. Т0, Н0 равняется мерке ДСБ, длина брюк сбоку, равняется 96 см. Откладываем вниз от точки Т0, получаем точку Н0. Находим линию колена. Для этого от точки Т0 отложить вниз по вертикали мерку ДТКБ, расстояние от линии талии до колена сбоку, равную 59 см и обозначить точку К0. Через точки Б4, Я1, К0, Н0 провести горизонтальные линии вправо. Определяем ширину задней половинки брюк на линии бедер по формуле. Сумма обхвата бедер и прибавки по линии бедер, деленная на 4. В данном случае отрезок B4-B3 равен 24,5 см.
От точки B4 отложить вправо по горизонтали 24,5 см, получаем точку B3. Через точку B3 вверх и вниз провести вертикальную линию до пересечения с горизонталями, проходящими через точки Т0 и Я1. Точки пересечения обозначить Т2 и Я2 соответственно. Ширина шага равняется 1/3 отрезка B4-B3 плюс 2,5 см. Для данного построения эта величина составляет 10,7 см. От точки Я2 отложить вправо по горизонтали 10,7 см и обозначить точку Я5. Находим положение среднего шва на линии талии. Отрезок Т2-Т5 равен 3 см. От точки Т2 отложить влево 3 см и отметить точку Т5. Баланс брюк. От точки Т5 вверх по вертикали отложить 1 см и обозначить точку Т6. Находим сумму выточек. Она равна половине разницы между обхватами бедер и талии за вычетом 4 см. Величина 4 см – это значение сумм отрезков сетки чертежа по линии талии, не участвующих в построении. На задней половинке брюк это отрезок Т2-Т5 равный 3 см и отрезок равный 1 см на передней половинке брюк. Отрезок это Т2-Т21 и он будет показан на чертеже. Сумма выточек для данного построения равняется 9 см. Соответственно, находим боковую выточку. Общий раствор боковой выточки равен 0,5 умножить на сумму выточек. Получаем 4,5 см и из общего раствора боковой выточки находим раствор боковой выточки на задней половинке. Он равен общий раствор боковой выточки, деленный на 2, и равен 2,3 см в данном случае. От точки Т0 отложить вправо 2,3 см и обозначить точку Т. Точки Т и Б4 соединить плавной лекальной линией. Получаем боковую выточку на задней половинке. Задняя выточка. Положение выточки определяется формулой отрезок Т5 поделить на 2 и вычесть 1 см. В данном случае это 8,6 см. От точки Т отложить вправо 8,6 см. Получаем точку Т7. Раствор выточки на задней половинке равен 0,3 умножить на сумму выточек. Получаем 2,7 см. Откладываем по половине раствора по 1,4 см вправо и влево от точки Т7. Длина выточки составляет 12-14 см. Осевая выточки расположена вертикально, стороны прямые. Делаем спуск линии талии по сторонам выточки. Необходимо отложить вниз по сторонам выточки по 1 см. И полученную точку по левой стороне выточки соединить плавной лекальной линией с точкой Т, а точку на правой стороне выточки соединить плавно лекально с точкой Т6. Получаем верхний срез задней половинки брюк. От точки Я2 вправо вверх по биссектрисе угла B3, Я2, Я5 отложить отрезок
равный от 2 до 3 см и обозначить точку 2. Линия среднего шва проходит через точки Т6 и В3 прямо, а через точки В3, 2, Я5 плавно. Линия сгиба брюк находится на середине отрезка Я1, Я5. То есть Я1, Я5 необходимо поделить на 2. В данном случае 35,2 см поделить на 2. Получаем 17,6 см и откладываем вправо от точки Я1 данную величину, обозначая точку Я. Через точку Я вверх и вниз провести вертикальную линию. Точку пересечения с линией бедер обозначить точкой Б, с линией колена точкой К, с линией низа точкой Н. Определяем ширину брюк внизу. Отрезок N3 равен отрезку NN4 и равен мерке ШН, ширина брюк по низу, деленные на 2, и равен 11,5 см. Отложить вправо и влево от точки N по горизонтали и обозначить N4 справа и N3 слева. Соединить точки B4 и N3, обозначив пересечение с линией колена точкой К3. Промерить отрезок КК3 и отложить от точки К вправо по горизонтали полученную величину, обозначив точку К4. Соединить точки Я5, К4, Н4. Задняя половинка брюк построена. Переходим к построению передней половинки брюк. Строим прямой угол с вершиной в точке Т0. Находим положение линии бедер. Для этого от точки Т0 вниз отложить мерку ДТБ, длина от талии до бедер, равную 18 см. То есть Т0, Б1 равен ДТБ равен 18 см. Отложить вертикально вниз от точки Т0 и обозначить точку B1. Определяем линию сидения. От точки Т0 вниз откладываем мерку ВС, высота сидения, равную 26 см. И обозначаем точку Я1. Отмечаем длину брюк. Т0, Н0 равняется мерке ДСБ, длина брюк сбоку, и равняется 96 см. Откладываем вниз от точки Т0, получаем точку Н0. Находим линию колена. Для этого от точки Т0 отложить вниз по вертикали мерку ДТКБ, расстояние от линии талии до колена сбоку, равную 59 см, и обозначить точку К0. Через точки B4, Я1, К0, Н0 провести горизонтальные линии влево. Определяем ширину задней половинки брюк на линии бедер по формуле. Сумма обхвата бедер и прибавки по линии бедер, деленная на 4. В данном случае отрезок B1, B2 равен 24,5 см. От точки B1 отложить влево по горизонтали 24,5 см, получаем точку B2. Через точку B2 вверх и вниз провести вертикальную линию до пересечения с горизонталями, проходящими через точки Т0 и Я1. Точки пересечения обозначить Т2 и Я2 соответственно. Ширина шага равняется 1/3 отрезка B1, B2 плюс 0,5 см.
Для данного построения эта величина составляет 8,7 см. От точки Я2 отложить влево по горизонтали 8,7 см и обозначить точку Я3. Находим боковую выточку. Отрезок Т0, Т4 равен отрезку Т0, Т на задней половинке брюк и, соответственно, равен 2,3 см. Отложить влево от точки Т0 2,3 см и обозначить точку Т4. Точки Т4 и Б1 соединить плавной лекальной линией – это боковая выточка на передней половинке брюк. Отрезок Т2, Т21 равен 1 см. Отложить вправо по горизонтали от точки Т2 и обозначить Т21. Отрезок Т21, Т22 равен 1 см. Отложить вниз по вертикали от точки Т21, получаем точку Т22. Точки Т22 и Т4 соединить прямой линией. Находим положение передней выточки. Положение выточки определяется формулой. Отрезок Т22, Т4 поделить на 2 и прибавить 1 см. В данном случае получается 11,6 см. От точки Т22 отложить вправо по отрезку Т22, Т4 11,6 см. Получаем точку Т8. Раствор передней выточки равен 0,2 умножить на сумму выточек и равен 0,2 умножить на 9 равняется 1,8 см. Отложить по половине раствора, это 0,9 см, вправо и влево от точки Т8 по отрезку Т22, Т4. Длина выточки составляет 9 см, стороны уравнять по большей. От точки Я2 влево вверх по биссектрисе угла Б2, Я2, Я3 отложить отрезок равный 3 см и обозначить точку 1. Линия среза банта проходит через точки Т22 и Б2 прямо, а через точки Б2, 1 и Я3 плавно. Линия сгиба брюк находится на середине отрезка Я1, Я3, то есть отрезок Я1, Я3 необходимо поделить пополам. В нашем случае это 33,2 поделить пополам. Получаем 16,6 см. И откладываем влево от точки Я1 16,6 см, обозначая точку Я. Через точку Я вверх и вниз провести вертикальную линию. Точку пересечения с линией бедер обозначить точкой Б, с линией колена точкой К, с линией низа Н. Определяем ширину брюк внизу. Отрезок НН1 равен отрезку НН2 и равен мерке ШН, ширина брюк по низу, деленной на 2. В нашем случае это 11,5 см. Отложить вправо и влево от точки N по горизонтали и обозначить N1 справа и N2 слева. Соединить точки B1 и N1, обозначив пересечение с линией колена точкой К1. Промерить отрезок КК1 и отложить от точки К влево по горизонтали полученную величину, обозначив точку К2. Соединить точки Я3, К2, Н2. Передняя половинка брюк построена.
Данный чертеж можно использовать как основу для моделирования брюк по вашему вкусу и стилю.